Друзья, всем привет! В сегодняшнем видеоролике мы с вами рассмотрим ColorOS на примере смартфона Xiaomi. Кто-то мне может в комментариях написать, зачем, вообще для чего это все делается, но как бы это интересно посмотреть, что собой представляют другие оболочки, а не только HyperOS, и раз нет возможности приобрести условно там устройство Oppo, там OnePlus, грубо говоря, или тот же Realme, то почему бы нет попробовать на смартфоне Xiaomi. Посмотрим так сегодня основные моменты этой оболочки, скажу свое мнение, ну и может быть когда-то сравню с HyperOS 3. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Что же, когда вы устанавливаете эту прошивку, ну или же когда вы покупаете устройство концерна BBK и настраиваете ColorOS, ну или же там OxygenOS, и, кстати, в свое время, я еще когда помню, был у меня Realme, очень мне понравилась оболочка за ее гибкость и простоту в настройке. Так вот, когда вы первоначально настраиваете оболочку, вы получаете, ну скажем так, вид, который вы могли видеть, ну на примере той же MIUI, HyperOS, ну или же другой оболочки на Android. Да, важное уточнение, что ColorOS это не отдельная самостоятельная система, потому что все делается на основе Android, ну а дальше все уже остальные там надстройки в виде оболочек, как вы понимаете, уже добавляются брендами для того, чтобы привнести что-то в свои устройства. Из чего первого мы с вами пойдем, это будут настройки. Если вы условно переходите со смартфона Xiaomi на вот там, допустим, Oppo, кстати, с которого и этот порт был сделан, то вы сразу можете заметить некоторые такие сходства по вот там, допустим, Wi-Fi, мобильные сети, главный экран, звук и вибрация. Ну, в общем, сама компоновка этих разделов и даже Oppo AI очень нам напоминают как раз HyperOS. Ну, потому что мы как бы-то привыкли с ней больше работать и с ней взаимодействовать. Первые основные разделы я пропущу, потому что здесь прям супер чего-то особого такого нет. Тут как бы такая база. Единственный момент подключения к устройствам здесь у бренда Oppo, ну или же в принципе в ColorOS реализовано следующим образом. То есть вы можете подключаться, ну или же как в Xiaomi это реализована взаимосвязанность. На примере этой оболочки вы можете подключаться к планшету, к компьютеру, айфону, к телевизору, ну и конечно же Android Auto. Каждый из этих разделов является клипкабельным, вы нажимаете, чтобы там найти устройство поблизости, уведомления туда отправлять. В общем, одним словом, очень интересная тема и очень интересная реализация. Конечно же, любители кастомизации любят эти прошивки. Еще, как я уже сказал, со времен Realme UI я помню, как можно все было гибко настроить под себя. С одной стороны, это хорошо, потому что вы можете индивидуально все под себя там поднастроить, если вы любитель такого. А с другой стороны, это не есть хорошо, потому что когда у вас переизбыток всевозможных опций, фишечек и так далее, ну, как бы-то будет, ну, не будет вам позволять это все на 100% использовать. Так вот, что теперь касательно кастомизации. Конечно же, можем настраивать гибко главный экран, экран блокировки, там темы можно искать, есть по умолчанию вот такие стили для вашего рабочего стола. В целом очень даже выглядит неплохо. И вот, кстати, вот эти горы чем-то мне напоминают супер обои, которые есть у компании Xiaomi. Далее, вы делаете следующий свайп, и дальше вы можете настраивать уже отдельные компоненты системы. Обои, AOT, значки, шрифт и прочее. Что же касательно прочего, тут вы можете настроить цвета, анимацию отпечатка пальца, световой сигнал на кромках, ну и, конечно же, текстурированные визуальные эффекты. Что же касается цветов, тут вы, получается, можете поднастроить под себя то, как у вас в системе они будут отображаться. Либо же рекомендуемые цвета, либо же цвет обоев. И да, эта тема еще, я помню, была в Realme UI, и она мне очень понравилась, потому что многие в той же HyperOS, и тогда еще даже MIUI была, когда многие жаловались, что нет вот этой дополнительной кастомизации с цветами, и чтобы можно с этим было как-то поиграться. По значкам тут все так же интересно и вот как, грубо говоря, сделано в чистом Android. Вы можете там вставить значки Art+, конечно же, размеры их менять, скругление, название приложений делать больше, в принципе, их форму выбирать, цвета их менять. Ну, грубо говоря, под себя тут каждый найдет все, что только можно. Опять же, если вы в этом нуждаетесь.
Если вам и этих настроек мало, как вы понимаете, можно еще дополнительно залезть в настройки главного экрана, там, допустим, выбирать разные сетки. Кстати, мне интересно, что тут у данного бренда по сеткам. Ну, что-то как-то я нажал, меня куда-то перекинуло, ну, как было, хотя вот, да, не с первого раза проявилось. Что тут по сеткам? В принципе, стандарт, без чего-то прям такого, знаете, большого их количества. Ну, хотя бы уже спасибо на том, что есть определенные сетки, которые людям нравятся. Ну и, соответственно, можете гибко играться с анимациями переходов, со скоростью анимациями, по недавним задачам управления приложений. Конечно же, вы можете по стоку выбрать именно вот стиль, который как iOS, грубо говоря, его называют. Сейчас давайте я несколько программулин открою и вам продемонстрирую. Вот, пожалуйста, оно выглядит следующим образом. Конечно, очень удобно, когда оно есть по умолчанию, вам не нужно там что-то донастраивать, что-то качать, там бревенты запускать, команды вводить, ну и так далее. То есть тут как бы в этом моменте все куда поинтереснее сделано, чем в той же HyperOS. Далее, что еще из интересного, это уведомления и быстрые настройки. Тут, кстати говоря, также есть о чем вам рассказать. Во-первых, строка состояния. Тут вы также ее можете гибко настраивать. И что теперь примечательно, в отличие от HyperOS, тут у нас нет ограничений по количеству значков в строке состояния. Вот получается все значки, которые мы можем активировать, чтобы они проявлялись. И тут, как я уже сказал, в этом плане очень удобно. Никаких ограничений, хотите включайте все, хотите выключаете все, хотите выбираете только там и какие-то избранные. В общем, это очень удобно. Ну, по заряду батарейки. Тут, как вы понимаете, особо я вас не удивлю. По быстрым настройкам здесь также можно выбирать разделение, допустим, между шторкой и уведомлениями, а можно выбрать просто классику. То есть у вас просто будет открываться шторка, ну и после чего вы не будете переходить в раздел с уведомлениями. Но все же как бы тема более удобная и мне она нравится. И живые оповещения. Это же так называемая история под названием, ну как в HyperOS это Dynamic Island, здесь это просто как, ну, живые оповещения, как капсула. Здесь, кстати говоря, вы можете ее настраивать, чего нет в той же HyperOS. Я вот надеюсь, что компания Xiaomi дойдет до того момента, когда все-таки нужно будет отдельный раздел сделать, чтобы пользователь мог под себя это все настраивать. Либо это будет отображение в формате карточки, либо это будут приложения. И плюс, как я уже сказал, вы можете гибко под каждое приложение разрешать эти капсульные уведомления. Очень удобно, и я считаю, что вот в HyperOS именно этого не хватает. Дальше, по местоположению также можете гибко настраивать, скрывать уведомления, ну и так далее. Тут я вас этим моментом также, понятное дело, не удивлю. Что еще из примечательного и что как бы отдает некоторую такую схожесть HyperOS этой оболочки, это Oppo AI. Здесь получается есть у нас и Mindspace, и MindPilot, и предложение искусственного интеллекта. Если опустимся чуть ниже, получим искусственный интеллект автор, перевод с помощью ИИ и расшифровка голоса с помощью ИИ. То есть, в принципе, все эти функции, которые связаны с искусственным интеллектом, они у брендов между собой как-то пересекаются, потому что не могут как бы прыгнуть больше, выше, чем, допустим, есть какие-то возможности, что, в принципе, можно дать пользователю. И да, как бы и автор — это написание, там, условно, заметок каких-то текстов, перевод — это, допустим, вы переводите какую-нибудь там музыку, видео из YouTube, и вам там перевод сразу будет вылезать, ну, а расшифровка голоса, условно, это когда вы с кем-то разговариваете, либо же когда по диктофону также вы с кем-то, с носителем языка говорите, его языка не понимаете, и, соответственно, можете такие переводы выполнять. Это что касалось настроек. Что теперь по рабочему столу? Ну, еще продолжим по кастомизации. Опять же, те, кто пользуется ColorOS, если у вас такая шторка с жидким стеклом, ну или же как с матовым стеклом, наверное. Как бы то, что я смотрел, то, что мне в принципе встречалось, я не наблюдал, чтобы это было вот как раз связано именно с таким видом. Потому что у разных аппаратов под ColorOS почему-то разные шторки. В комментариях напишите, это оригинально или же это какая-то кастомная. Понятное дело, переход в быстрые настройки, гибкая настройка этих всех плиточек. Если нажмем на редактирование плитки, мы тут можем убирать абсолютно все. То есть вот еще один момент, чего не хватает той же HyperOS. Возможно, когда-то в будущем разрабы это добавят.
И еще один момент, который связан с кастомизацией, это папки. И вы меня спросите, а что же по этим папкам может такого интересного быть? А я вам сейчас продемонстрирую. А то, что мы можем их растягивать, это то, к чему только сейчас компания Xiaomi решила дойти, то, что они только сейчас в HyperOS 4 будут нам реализовывать. А так, вот здесь, пожалуйста, вы можете растягивать, ну, если тут еще вот эти ярлыки сбоку убрать, я думаю, еще дальше эту папку можно будет растянуть. Одним словом, очень удобно, прикольная оболочка, и мне она даже чем-то зашла. Первые впечатления, как я уже сказал, оставила эта оболочка приятной, мне она даже зашла, потому что я как пользователь там MIUI, HyperOS, ну, хочется иногда чего-то большего, хотя, конечно, и тот человек, который уже более, знаете, такой, ну, не то чтобы скуфированный, ну, как бы хочется уже какой-то стабильности, ничего там не хочется настраивать, не там разблокировки делать никакие там, ничего накатывать дополнительно, но иногда все же хочется посмотреть на что-то новое, что-то поднастроить, ну и как-то, возможно, разнообразить свое устройство. Да, есть тут прикольные фишки, как бы мне сложно говорить на сегодняшний день, насколько эта оболочка стабильная, потому что на примере устройства, которое изначально не было предназначено под эту оболочку, ну глупо как бы говорить, что там вау, это супер стабильная там система, или же говорить, что вау, она там супер лагающая, и также в плане автономности это нужно только покупать конкретно бренд, который идет там с ColorOS, и уже делать непосредственный вывод. Но учитывая то, что есть у меня на сегодняшний день, и то, с чем я взаимодействую, я могу сказать, что у меня остались приятные впечатления об этой оболочке. Если вам будет интересно сравнение лоб в лоб HyperOS там 3, HyperOS 3.3 с ColorOS 16, дайте об этом знать в комментарии, и я буду понимать, насколько для вас этот контент будет интересен. Ну а если о чем-то забыл упомянуть, или же остались какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.